pretend that we know it all. Wanna pretend that we know it's only the farthest from the truth. Тема 2 Outbound. Только то. Мы тебе будем подсказывать. Ты сначала вызови, чтобы они тебе ответили. Нин Бажушан VTS 2 раза. Нин Бажушан VTS, Нин Бажушан VTS, CMX CGM 0. Passing reporting line Lima 2, Lima 2. Yes, hello, now we're passing reporting line Lima 2, outbound. Okay. Please turn to China 08. 08. China 08. Out. Copy, channel 08. Вызывай. То же самое? Passing Lima 2, Outbound. Снова Каушун. Не, Нин Бажушан VTS. Еще не дошли. Каушунг не надо пока вызывать, еще 500 миль до него. Да. Рановато. Passing reporting. Yes, hello, now we're passing reporting line Lima 2, outbound. Stand by channel 08. Okay, thank you, stand by channel 08. Все, ложи трубку. Смотрите на автоматизированную систему перегрузки. Вот достали у нас ящик из трюма. Вот там есть крановщик в кабине. Ставит ящики вот туда, на ту платформу. Видите? Где один серый стоит, сейчас еще красный поставят рядом. И оттуда уже вот этот второй кран, вторая траверса, ну спрейдер, перегружает на беспилотные машинки, которые там подъезжают под него. Вот такого они плана. Драйверов нет. Управляется, ну, скорее всего, оператором где-то. Или полная автоматика. А потом перевозит вот туда, перегружает. Это тоже беспилотные краны. Ставят на красную платформу, вот на эту. Оттуда забирает серый кран и везет уже в место хранения. Вот видите, смотрите. Поставил на машинку, и они повезли. Привезут в итоге вот туда потом. Никаких людей. Вот там иногда бывают люди, если нужно снять веслоки. Но сейчас нет, потому что из трюма достают. Это Китай. И это тут уже давно. Ну, лет 10, наверное, точно. Что происходит, сейчас вам покажу. Удивитесь. Практически полностью пустой пароход. Осталось несколько контейнеров на палубе и в трюме. В трюме останется 500 штук, точнее их погрузят. А все остальное заберут. Палуба будет полностью пустая. На корме ситуация уже все. Уже закончили выгрузку полностью. Смотрите, пустая корма. Нету ничего. Один стоит там вот контейнер сбоку, но это не груз, это наш трансформатор для подключения к береговому питанию. Вот что означает смена линии. Выгружаемся почти полностью, ну точнее выгружаемся полностью, загрузим 500 контейнеров и поедем в Шанхай становиться на новую линию. Очень сильный боковой ветер, мы полностью пустые. У нас сейчас борт судна как парус. Я иду по палубе. Смотрите, вот полностью пустой контейнеровоз. Там ничего нет, тут ничего нет. У нас единственное есть 500 контейнеров в трюме. Это весь груз, который у нас сейчас на палубе, и они тоже пустые. То есть чувствуем мы себя, ну, как бы более-менее, но лучше бы было, чтобы они были полные. Вот смотрите, мусор лежит. Но этот мусор я знаю откуда. Это местные работяги, стивидоры приносят. У нас такого нет, 100%. И вот мы за ними вынуждены убирать вот это вот все. А если не уберем, нас за это могут оштрафовать. Вот просто потому, что кто-то кинул. Да, и мы за этим не уследили. Смотрите на эту пустую корму. Здесь только несколько ящиков стоит, а дальше пустота.
На носовой части ситуация чуть получше, но тоже печальная. Сейчас мы туда пойдем посмотрим. Наша настроечка. Пора некоторые иллюминаторы подкрасить. Появились подтеки от ржавчины. Пустота. Пусто в ту сторону. В эту сторону. Груза нет. Ну, мы стали на новую линию. Все равно маловато. Мы сменили линию, и на новой линии нас вообще полностью выгрузили. У нас вообще не было контейнеров. Ну, хотя нет, у нас на палубе не было контейнеров. А в трюме они были, но были все пустые. И это при смене линии нормально. Иногда закидывают, вот как в нашем случае, просто пустышек, чтобы мы их транспортировали из порта в порт. Но обычно линия меняется всегда в каком-то одном регионе. То есть вот мы сменили линию в Азии, опять в очередной раз, 4-я смена за 4 месяца. Точнее, даже за 2,5 месяца мы 4-й раз поменяли линию. Связано, конечно же, это с изменением грузооборота. То есть где-то мы нужны больше, чем на предыдущей линии, поэтому нас постоянно перекидывают, чтобы как-то зарабатывать. Причем, ну как-то зарабатывать, чтобы зарабатывать немножко больше миллионов, чем мы могли бы зарабатывать. Поэтому вот такая вот ситуация, полупустой пароход, и это не очень хорошо для его маневренности. То есть, когда судно пустое, оно больше подвержено дрейфу, даже на течении. Просто вот мы заходили в Шанхай, у нас дрейф на входе дрейф был 30 градусов. То есть, грубо говоря, направление носа судна 60 градусов, 0,60, да. А на самом деле курс overground, то есть то, как оно перемещается, 0,90. И 30 градусов сноса для пустого парохода это довольно много. Ходили мы еще без лоцмана какую-то часть. В общем, не до таймлапсов мне было на самом деле, но ночной есть. Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Кто-то спрашивал, как вы двадцатки внутри крепите. Очень просто, смотрите. Точно так же, как с носовой кормовой части. Тут есть пространство, ставится двадцатка и крепится. Логичный вопрос, да, типа, если две двадцатки имеют расстояние, какой-то промежуток, вот здесь примерно метр между друг другом, то как они тогда становятся в носовой кормовой части на ISO-сокеты, на стаканы? Потому что 6 метров плюс 6 метров, это 20-футовые контейнеры по 6 метров плюс метр, получается уже 13 метров. А 40-футовый контейнер в длину 12 метров. И как тогда решать этот вопрос? Очень просто, сейчас я вам покажу. Видите, с наружной части, как это выглядит. Здесь вот есть промежуток между ними. А здесь, специально для этих целей, есть ISO-сокеты, стаканы. Под 40-футовый контейнер, вот этот. И под двадцатки, если вы ставите 20 футов и 20 футов, плюс расстояние между ними. Видите? По 20 футов. Дальше 20 футов. Вот этот вот контейнер стоит именно на этих сокетах. А под 40-ку вот этот. Вот этот. А с другой стороны вот этот. И как раз расстояние здесь примерно, ну, полметра, да, если отсюда до сюда брать. И там. И вот вам метр зазора посередине. Все продумано. С другой стороны смотрится это вот таким вот образом. 20-футовый сюда чуть выпирает. Стоит вот на тех вот сокетах. А 40-футовый утоплен туда чуть-чуть. Можешь дать ему один короткий предупредительный.
Хорошо. I gave all my time to the wrong mistakes. Tried to run fear, but it always stayed. Every open road still feels the same, but I'm learning now it's okay to change. If I could rewind the nights, I'd tell myself. Говорят, в море нет романтики. На закате швартовочка, буксирчик куда-то едет. Вакуумная швартовная система на терминале. Мало того, что роботизированный терминал, так еще вакуумная система для удержания судна вдоль причала. Чтобы вы, джентльмены, побыстрее свалили с нашего порта, вот вам сразу по 4 контейнера мы вам будем грузить или выгружать. В зависимости от необходимости. Смотрите, 4 двадцатки висят. Кончики наши. Вот 2 новых. Вообще еще беленькие. Не успели запачкаться. И 2 не беленьких. Ну даже чуть-чуть зеленка у нас отвалилась, которая была. На следующем порту приедут роботы чистить корпус, подводную часть. Видите, 4 контейнера за раз. Правда, у них проблема с транспортом теперь возникла. Хотя там роботы вот за забором ездят. Здесь 4 ящика сразу. Показываю вам вакуумную систему удержания судна у причала. Это для тех, которые говорили, что скоро будем швартоваться без веревок. Но пока без веревок не получается, но уже вот она в работе. Порт Киндао, Китай. Вот видите, смотрите, это вакуумная система. Есть какой-то барьер перед ней, ее защищающий от удара, наверное, если судно наваливается. Ну и дальше сами стойки. Такие синие, красивые, пока еще новые. Тут спаренная. И дальше тоже несколько штук. Еще 4. Она, грубо говоря, присасывается к пароходу. И на таких присосках стоит. Я, по-моему, где-то еще видел. По-моему, в Бейруте. Но меня уверяют, что не там. Надо посмотреть свои старые записи. Скрипит немного, но это нормально. Гидравлики много. Еще такая же установка. Прикольно. А что это что-то отвалилось? Что, поломалось уже? Может, действительно скоро не будем швартоваться. Наша корма, она же корма. Моряки почему-то ставят ударение иногда неправильно, но намеренно. Говорят, корма, иди на корму. Чуть-чуть надо подкрасить, а так нормально. Но скоро ремонт доковый запланированный через 4 месяца. Через 5. Порт Киндао — это капец. Роботы за забором. По 4 контейнера сразу выгружают. Система вакуумного удержания судна у причала. Но это как бы только один причал. И нам так посчастливилось, можно сказать, что мы на него попали. Вот так сверху выглядит. Говорят, что только месяц назад ее начали использовать здесь. И что можно ожидать, что поставят по всему причалу. Вот смотрите, то, о чем я говорил, при прошлого муринга. Вот здесь заведено 3 шлага всего. Так и должно быть. Пол барабана малого. Дальше здесь 4 тоже. Кстати, на такой широкий барабан не меньше 3 должно быть. Дальше смотрим, что здесь. Продольный. 3 шлага. Идем на эту лебедку. Что здесь у нас? Вот здесь уже почти полный барабан. Вот это уже critical. То есть вторым слоем не должно быть. Максимум. Есть система защиты концов. Система защиты концов продольной мы подаем. Вот эта штука должна быть вот на роульсе. Сейчас мы это быстро исправим. Вахтенные не ожидали, что я сейчас сюда приду смотреть за этим делом.
Я реально никогда практически не прихожу. Вот сейчас я просто на причал ходил, смотрел на восстание машин. В порту Киндау. И поэтому сразу заглянул на пак. Надо исправлять. Тут пылесосит причал. Или что-то он делает, да, убирает пыль. Там, смотрите, сколько этих беспилотников. Вот это все беспилотные машины, беспилотные краны. Здесь они, кстати, как-то побыстрее ездят, чем к Сиамене. Сиамене медленно, а здесь, блин, мотаются. И все четко, никто не сталкивается. Yeah, I know it isn't right. Feel the tension when we fight. Couldn't tell you that I love you for the first time in my life. I thought that you were fine, but you call me when you're high. I don't have the patience. Money talks to me right. Money talks to me right. Right. Doesn't wanna love me. Don't talk to me right. Приехали роботы. Нам чистить корпус. Ну, в смысле не роботы приехали, а роботы будут чистить под водой. Right. Talks to me right. Money talks to me right. He doesn't wanna love me. Don't talk to me right. Right. New shoes, new style. This will keep me busy for a while. Too far, I am gonna die. His number, cause I'm wild. Yeah, I've been around. I can tell he's back in town. I can smell his cheap perfumes. Dollars turn to pound. А у нас боссман поменял резинку на одной из вентиляций. Вот, полностью новую установил. Провазелинил ее. Тут такая уже была пожеванная, вся деформированная. Не прилегала эта крышка плотно. Сейчас новенькая резинка. Жалюзи чуть подубитые. Но это уже доковые работы. Будут там равнять. Если будут равнять. Нас обгоняет пароход, называется Кота Чемпака. Мы с ним стояли совсем недавно, пару дней назад в Нинбо. Но я те кадры не делал, потому что просто не было времени. Вот он сейчас нас обгоняет, идет, судя по всему, тоже куда-то в сторону Гонконга, Шику, Чивана, ну и так далее. Может, Нанша. Идет быстрее нас, потому что мы абсолютно никуда не торопимся. Hot Pepsi, Macy Norma, 9 Hotel Alpha, 45346. Good morning, now we're passing recording line Lama 1 inbound. Окей. Fishing Boss from Starboard Side тебе сказали, вон она. Окей, скажи. Окей. Да. Смотри, как блестит. Чисто Дарт Вейдер такой, знаешь. Дима 2, надо сказать. Ну, примерно 60 градусов. Leading short stay. Purple short stay.